Всем привет! Видео, конечно, не про паутину. Паутину просто я решил снять, чтобы вы понимали, насколько редко жена моя ездит на этой машине. Надо ее просто почаще с гаража выгонять. Решил я установить вот такое приложение, шумомер, и замерить, насколько шумно ведут себя вот эти колеса, которые вроде бы как заявлено, что это резина, она вроде как тихая и так далее и тому подобное. Вот. В предыдущем ролике я ставил колеса Савенсиса, да, там диски, и размерность резины Камри была. Так вот, когда я обратно их снял и поставил эту резину, обратил внимание на то, что у меня обратно появился гул вместе с этой резиной. То я все время думал, что это гибридная установка так работает. Ну, как вот мы привыкли, едешь в троллейбусе, и он гудит, электродвигатель. Так вот, я думал, что это электродвигатель гудит так. На самом деле гудит резина. Решил я при смене летней резины на зимнюю замерить шум шумомером. Ну и, соответственно, им сейчас померяем. Проедемся, прокатимся на летней резине, а потом с этим же шумомером прокатимся на зимней резине. Просто вот разницу в шумах, две отдельные резины. Не факт, что она будет зимняя резина тише или громче. И то, и другое не факт, потому что предыдущие колеса, которые я в другом ролике ставил на машину, они были реально тише, чем летние, а то была обыкновенная шипованная резина Мишлен зимняя. Она там не ультра тихая никакая, не обыкновенная зимняя резина. Да, половины шипов там практически не было на той резине, но сам факт. Зато была зимняя резина, а вела она себя тише, чем эта летняя. Вот. Сразу уточню, шумомер заехал я в гараж, практически в ноль его отстроил. Я видео сейчас закреплю, как я его настраивал. Закрыл гараж полностью, свет в гараже выключен был, так чтобы лампы не шумели. Вот, и отбил его там, ну, практически в ноль, там 2-3 децибела показывал, может 4 шумомер. То есть это в принципе вполне нормально, потому что микрофоны у всех работают по-разному, и у всех по-разному они реагируют на шум. Не судите строго по поводу того, что скорее всего разница в шумах будет всего там в 2, в 3, в 5 децибел. Вот сейчас тишина будет. Это уже 10 децибел практически. Вот. А когда мы разговариваем, обыкновенный разговор, это уже под 40 децибел. Если станет тише всего на 5 децибел, это вполне ощутимый показатель, который ухом очень сильно ощущается. Ну вот, климат-контроль выключили, так чтобы шума практически не было. Это шум машины, там 6-7 децибел. Вот, разгон в эту сторону не против солнца удобней. Я думаю, вполне наглядно. На всякий случай решил снять, сколько шума стоит в салоне при 30, там 35 км в час. На самом деле стоит практически такой же шум, как и при 50. Я к чему это снимаю? Потому что шум от климат-контроля на первой скорости 25 децибел. А если мы увеличим скорость вентилятора, то он становится
такой же, как и при скорости 50 км в час, вообще с выключенным климат-контролем. Ну, так получилось, что заезд на зимней резине придется делать вечером. В общем, разница между зимней и летней резиной оказалась невеликой в децибелах. Судя по видео, которые получились с заездов, грубо говоря, там на 2-3 децибела разница, но в пользу зимней резины. Зимняя резина вроде как менее шумная, в отличие от летней. Но это летней той, которая у меня стояла. По мне так, хоть и она заявлена, что резина вроде как тихая. Резина, значит, летняя Yokohama AE50, а зимняя резина тоже Yokohama, блин, ну не помню, что там за моделька. Вот. Ну, AE50 вроде как все сайты пишут, что она тихая резина, специально для комфортного для управления автомобилем и так далее и тому подобное. И что именно ее покупаете, если хотите так, чтобы была тихо и комфортно в салоне. Ну, откровенно говоря, она прям вот гул создает. Поставил зимнюю. Эти 2-3 децибела внутри в салоне, они прям ощущаются. Как-то так.